Здравствуйте, друзья! Снимаем сегодня предсказательный ченнелинг. Думаю, что будет интересно. Здравствуйте. Эвтаназия. Будут ли делать обязательно эвтаназию для больных, тяжело больных и престарелых? Да, будут в будущем. Это через сколько будет? Примерно 6 лет. То есть прямо вот человек уже пожилой там, и надо все, давайте эвтаназию, да? Это во всех странах будет? Да. Но начнется это в Европе. Это с какой целью будет делаться? Облегчение. Если человек жить дальше хочет, зачем его убивать? Но подождите, это согласуется изначально с человеком. Во-первых, если он неподвижный, неразговорчив, то есть, не может никак подать знак того, что он согласен или нет, они это будут делать. То есть, это воспримется как сказать, как помощь человеку. Облегчение от общество как мук. будет воспринимать? Но в любом случае, когда есть родственники, они будут согласовываться с родственниками. То есть просто делаться так, потому что они решили сами по себе, это не будет делаться. Это в любом случае будет согласовываться. Угу. Так. Будет ли в ближайшее время или в будущем создаваться дефицит воды, дефицит пищи, медицинской помощи? Создаваться нет, происходить, да. Создаваться в смысле искусственно, Нет, не искусственно. Поэтому я говорю, создаваться нет, а происходить это будет. происходить что, с помощью сущности? Но с помощью того, что мы просто не следим за нашей планетой, вот и все. Когда будут следующие проблемы, например, с водой, с питанием, там, еще с чем-то? Может В там ближайшие 5 лет. Что будет? Проблемы, во-первых, начнется с водой. В каких странах? Во всех. Почему? Потому что ресурсы потихоньку заканчиваются. Так, что, вода же... А вообще вода откуда под землей? Откуда? Сущности вкачивают по программе. Вписано определенное количество, которое разрабатывается, появляется. А внутренняя цивилизация тоже использует? Это не та вода, которую мы Есть используем. своя? На планете Земля очень много воды. Не будет не хватать через 5 лет? Смотрите, во-первых, у нас очень много соленой воды. Да. Вот. А питьевой, не соленой, довольно-таки мало. Но в любом случае мы выкарабкаемся, люди просто поймут то, что они не так делают, и это все исправится. То есть не стоит бояться то, что вы, не знаю, почувствуете себя как в Африке. Да уж. А с медицинской там помощью, доступностью там? Доступность есть и будет. С пищей? Доступность есть и будет. Вот кто-то там в интернете пишет, что хотят даже создать искусственный голод. Будет То, что хотят, это понятное дело, но просто Зачем? это не будет происходить. Вот и все. Люди найдут способ выжить. В ближайшее время будут создавать искусственный голод? Нет. Слухи только? Да. Сейчас все спрашивают, стоит ли голосовать на ближайших выборах Смысла в нету. Государственную Думу. Все за нас уже решено? Да. А как они подделывают сейчас голоса? Чтобы никто не заметил. Смотрите, вам по камере покажут, что показывают. А то, что действительно какие бумаги проходят, то, что они там считают, сколько там голосов, это делается за кадром. То есть никто не знает. Но никто не знает, сколько там действительно есть. Людям не показывается, людям не доказывается. Поэтому они просто запросто это делают. Что тяжелее, когда человек не ходит на выборы, за него там, допустим, ставят галочку, там кто-то проголосовал, там, допустим, за такую-то партию, или когда он ходит, проголосовал за одну партию, они исправляют там за другую, что легче им сделать? Что хотят. Без разницы. Когда в России сменится власть Путина, вот это вся? В ближайшее время. Они уже сами будут уходить, или им просто кто-то скажет, ребят, давайте, все, пора уже.
Нет, сами будут уходить, их программа заканчивается, мысли, ситуации и предложения для них будут меняться в жизни. А те, кто следующие придут, будут их преследовать за их деяния? Или там уже договорено будет? Не будут никак преследовать. Но же смысла нету пожилых людей за что-то преследовать. Ну вот Горбачев, например, с Ельцином развалили всю страну, и их никто не преследует до сих пор. Ну, понятно, один ушел, второй еще живой. Не, преследовать никто не будет. В интернете сейчас, кстати, пишут, что проект во всем мире демократизации завершен. То есть демократия, в скором времени уже не будут везде распространять, будут многие страны переходить, не знаю, на социализм, там еще какие-то методы. Но в ближайшее время это меняться не будет, может, лет через 10-15. Вот. А вот мы говорили там, что СССР появится 2.0. Это как-то Будет, есть в программе? Будет, да, потихоньку. Это начнется с какого времени, чтобы люди уже начали это замечать? Да нет, это заметит, хоть я буду говорить, хоть нет, но примерно 10 лет. А что должно измениться, чтобы это все пошло? Это просто программа начнет работать? Да. Как будут меняться люди в ближайшее время? 10, 20, 30, 40 лет. Люди в плане. Люди в плане всего, поведения там. Очень сильно это будет меняться, но в принципе это происходит всегда. Делать что-то другое, осознанность какая-то во всех сферах. Но в плане духовного развития людей станет намного больше интересующихся этим. Тоже происходит потихоньку. Питание будет меняться, внешний вид будет меняться, будет совершенно необычные вещи вводиться в моду, то есть та же одежда, те же поведения, там макияж, волосы, там удаление бровей, там, к примеру. Без бровей будут ходить? Вообще да. То есть, И женщина лысая, да? Тоже происходит, в принципе. С татухами на голове, да? По-разному. Мода меняется, в принципе, раньше, если это менялось в рамках того, что мы знаем, то, что, допустим, вот брови как брови, да, то, что, нарисовали по-другому. Сейчас вот, наоборот, будет удаляться, то есть и делать вот совершенно разные вещи, которые, Подмышки брить будут, нет? Желающие будут брить. Как европейки. Мы за натураль. Натуральность, Ноги не буду затягивать. Ноги тоже не будем брить. Не буду дотрагиваться до таких прям тем, потому что, у каждого свое мнение, не хочу никого обидеть своим. Да, какая разница, нам-то вообще все равно. Все живут как хотят. Вот, главное, чтобы развивались. Я за то же мнение, чтобы люди делали то, что им удобно, что им хочется. То есть главное, гадости, чтобы не делали друг другу, и все. А то вот есть такие люди, мне кажется, неприятно даже. Пока у нас на нашей земле то правительство, точнее в России, то правительство, которое есть, мне кажется, гадости не остановится. Вот. Что еще, как люди меняться будут? Просто, обычная просто мода, внешний вид, другой. Мода, питание, там, душевное развитие, что еще? Привычки. Например, какие будут новые у людей привычки? В зависимости, что дадут. Сейчас там, допустим, молодежь, не знаю, айфонами меряется, я не знаю, там. Уже нету такого прям активного мерения. Это было, когда оно только появлялось, там, первые 7 лет, 5. Сейчас еще более спокойно к этому всему относится. Как называемые понты, да, вот понты будут оставаться понтами, то есть у кого больше денег, у кого меньше, у кого это не будет меняться. Просто привычки будут появляться новые, хорошие, плохие. Например? То же самое питание, то же самое духовное Олигархи пойдут морковку выращивать себе на огородах? Я уверена, что они выращивают. Это не они выращивают, а им выращивают. Приносят, сок делают и дают стаканчик. Нате, пожалуйста. По-разному. Наркотики будут больше распространяться гораздо. Становиться более доступными для людей. Вот. Машина для чтения мыслей когда появится? Не появится? Она есть. Есть такая уже? Но людям не дадут. Она у кого есть?
Правительство, конечно же. Так, и как они читают? На каком-то расстоянии она работает? Нет, подключается человек. Вибрации, все, что происходит в Насколько мозгу, точно? 99%. Все, что происходит То есть, в если ты мозгу. попал к спецслужбам, они с тебя вытащат всю информацию. Это очень редкие приборы. То есть, я не сказала то, что каждая страна имеет такую штуку. Россия имеет? Да. Но это, использоваться Используется просто в редких так целях? обычного человека, может быть, на какого-нибудь шпиона там, который собирается там, не знаю, убить, к примеру, да, сначала прочли, и потом истребили. Никто ничего не узнал, никто ничего не Понятно. знает. Еще какие приборы интересные есть и будут появляться? Можешь в сущности рассказать? Да, какие-либо хоть там менять восприятие человека к чему-то, хоть просто поменять человека, то, что он выйдет из из той комнаты, да, где подключили прибор к мозгу и вкачали информацию, которую они хотели, и все. А звали его там, я не знаю, Егор, там вышел он, ой, меня зовут там Алексей. Егор Крид. Здравствуйте. То есть, полностью менять человека можно программировать. Разные страшные приборы. То есть программируется там и так далее. Так, а вот это то, что мы говорили, наночипы, например, которые будут, скажем, плавать по крови там и измерять давление, там, не знаю, тромбы там убирать и так далее. Какие будут появляться в ближайшие 10-20 лет? Какие, я не могу сказать. В смысле, что будут делать? Там детали. Будут следить за состоянием человека внутренним. Будут следить, допустим, тот же чип, если человек там какой-то контракт подписал, то что, не знаю, он хочет, чтобы его кусочек там мозга или, не знаю, сохранили, и при создании там, как сказать, роботов, что они могут имплантировать его именно сознание в этот, и переродить и так далее, и так далее. То есть они будут вводить такие чипы, которые просто будут показывать, где человек умер, забирается быстро тело, делается процесс, который делается, и когда это разрабатывается, просыпается человек. Так, а программа сознания, которая есть у человека, ее когда-то научат копировать там или хотя бы что-то извлекать из нее? Это вообще будет когда-то в нашей цивилизации? Да. Это запланировано, мы достигнем этого? Да. Сколько примерно лет? 50. Что, прям так быстро разовьемся? Сейчас очень быстро, все идет. Не то, что раньше. Сейчас Когда с люди плеткой в руках идет. Я держу плетку тоже постоянно. Давайте. Когда люди получили такую доступность к, как сказать... Интернет сейчас, кстати, классно, здорово помогает, конечно, в этом плане. Они получили большую доступность ко всему этому, и, в принципе, она очень быстро начала развиваться. Но все после этого это очень быстро меняется. Мы сможем нагнать свою программу земную? Мы сейчас очень отстаем, в сущности говорят, от душевного развития, в связи с тем, что темные были в большом количестве. Сможем. Через сколько лет мы нагоним? 40 примерно. Здорово, хотелось бы увидеть это будущее хотя бы краем глаза. Самолеты и другая техника на солнечных батареях, когда будут уже везде? Примерно через 20 лет будут за очень большие суммы денег продаваться. Угу. То есть большие самолеты, которые будут на солнечных батареях. Угу. Ученые, когда разрешат сущности более глубоко менять гены ученым? Или они сами против программы пойдут как-то, не знаю. А это уже происходит? Нет, это происходит на начальном уровне, когда вообще будут ребенок родился. А это не на начальных уровнях. Гены поменяют там, какие нужно там. Это не на начальном уровне, это уже происходит довольно-таки активно, просто не у всех. Допустим, вот родился ребенок. Приходит там врач, говорит, смотрите, вот у вас, по нашим прогнозам, есть болезни в генах заложены. Мы нашли, что там сахарный диабет может развиться, онкология, это там, то, что знания, насколько позволяют. Вот с вас $50 000, мы это все убрать можем. Давайте, хоба, и все.
А у него по программе сахарный диабет, онкология, что будет потом? Они все равно внедрят это? Они внедряют, но в любом Не, случае. в смысле, это самое, учителя наши. Даже если они гены поменяют. Ну, они, получается, люди поменяют гены, это не будет появляться. То есть появится урок, то, что родители об этом узнали, родители заработали, оплатили за это, распереживались, проехали. Так что будет? Но Не все равно пройдет? болезни все равно будут появляться. Только другие? Да, то есть они, ну, Это же неправильно менять. Или правильно? ну, смотрите, вот сейчас вот меняют, допустим, на начальных, то есть когда рождается ребенок, но в будущем, ну, очень долго будет разрабатываться для того, чтобы поменять у взрослого человека все. Вот. То есть можно у ребенка менять, и у взрослого, у подростка, у старика. Долго будет. То есть пока что дети. Проще всего. Ну а где это больше всего развито? В принципе, это везде очень большие шаги делают. А когда прям это прям, ну, вообще всем будет доступно? Уф. И если говорить про взрослых людей, ну, как минимум лет через 60. Еще не скоро. Хорошо, благодарим Анастасию, сущности. Увидимся в новых выпусках. Всего доброго, до свидания. Пишите свои вопросы, комментарии. До свидания.